Мы купили наисвежайшую дорадо. Нам в каждой рыбке открыли жабры, они красные, классные вообще. А сейчас еще нам чистят ее. Сейчас еще нам чистят. И откроют животик. Ну, он сказал, на 20 грамм немножко надурил, можно, спросил. А сколько 20 грамм, это типа 50 килограмм стоит? Не знаю, одна какая-то. 1 лира, наверное. Ну, может быть, да. 50 куруши, наверное. Да, а здесь кафешка, сразу можно приготовить рыбу, которую купил. Вот тут сидят люди, кушают. Здесь зелень, но здесь совсем немного зелени продают. Мы сейчас пойдем на тот рынок, куда каждый раз ходим, и там больше намного Там зеленки и овощей. А здесь конкуренции нет, поэтому цену завышают, держат. Да, и буквально 2-3 лотка здесь. Да. Здесь небольшой выбор вот в этом конкретно магазинчике, но рыба отличная. И вот эта мне симпатичная, вот большая лежит, которая. Вот 2 штуки люди берут прям сразу. Смотри, как чистит он ловко. И жабры все вытащил, и кишочки все вытащил. Яненька там порядок наводит. В общем, супер. Сервис супер. Где-то здесь вентилятор чувствую. Опс. А, вон он хорошо. Ловко, да, он? Ну да. А мне плохо видно, с своего места лучше видно. Яненька все потрошки выкинул. Денежки у тебя, да? Да. А большие рыбки тоже заказали, будут, наверное, тоже разделывать. Тут тоже не очень много выбора этих рыбёв. Но это место называется рыбный рынок. Рыбный рынок, да. В Эрдемли. Мне кажется, может, когда-то раньше было здесь еще больше рыбы. И еще надо попытаться сюда попасть с утра, когда рыба будет, может быть, только выловленная из моря. Теоретически это возможно. Как называется эта рыба? Халили? Халили? Вот это, на которую я больше всего внимания обращаю, халили называется. Рыба. Надо почитать, что это означает. Возможно, что... Халили. Дяденька. Ладно, пойдем. Тележку подкачу. Вот так чеснок продается здесь огромными горами вместе с ботвой. Это вот чуть почищенный есть. Цена, кстати, одинаковая. Только этот помельче. А там авокадо, да. Есть по десятке чеснок, еще мельче который. Мы сегодня в субботу приехали на этот рынок. И на удивление, мы, вернее, тут ни разу не были по субботам. Здесь намного больше продавцов. И покупателей тоже больше. Поэтому сейчас затаримся и пойдем обратно. Нам не на рынке, только алкоголь осталось купить. Остальное все сейчас здесь стараемся приобрести. Почему-то думал, что у них не встречается киви, а здесь появилось первый раз в продаже 8 лир килограмм. Это постоянный дядька, мы к нему что-то ходим часто. Вот с усами. То есть мы обычно берем много помидор. Ехать в стороночку, чтобы не мешаться. У этого дяденьки сегодня инжир белый по 15,
Но мы когда зашли, там вот в начале этого ряда было по 13 и по 12 инжир. Поэтому это еще не самая дешевая цена на инжир. Алексей решил нас после рынка какими-то дикими тропами провести. И проходим посреди города. Вот жилые дома тут вокруг везде. Высотные такие жилые дома. И посреди города теплицы. И что-то там выращивают. Я не знаю, что это. Может быть, зрители подскажут. У нас зрители хорошо разбираются в различных растениях, в отличие от нас. Вот. Здесь какое-то деревце тоже прикрыто вот так. В общем, мы идем внутри этого кварталов. Нам надо выйти сейчас на магазин Мигрос, потому что это один из единственных немногих магазинов, в котором продают алкашку. Вот. Мы опять затарились на рынке, хотя мы не покупали перцы, огурцы, да? Но всего-всего другого все равно накупили опять полную телегу. А вон уже краснеют гранаты. Здесь поворачиваем, да? Последний килограммчик клубнички купили. Ну, уже вечерний рынок, там уже много чего понараспродавали. И что я заметила? Сегодня суббота. Здесь на одном и том же месте, в этом крытом рынке, базары проходят по вторникам, четвергам и субботам. Первый раз мы с Алексеем попали сюда в субботу. Вау, смотрите, какие здоровые. Что это, апельсины или что? Обалдеть. Первый раз попали в субботу, и продавцов было намного больше, чем во вторник. Во вторник рынок какой-то, ну, не полупустой, но где-то на 1/4 часть продавцов меньше, чем сегодня. Но я вам хочу сказать... А? Рассады апельсинов продают, смотри, в горшках стоят, апельсины вон висят. А, да. Видимо, их можно там говорить. Ага. Вот, но я вам хочу сказать, что продавцов много, все абсолютно точки забиты продавцами, нет свободных прилавков. Но какой-то, знаете, некондишенский, что ли, товар, какие-то страшные огурцы продают. Я вот такие даже, не знаю, бесплатно бы не взяла. Какие-то страшные бананы, которые, мне кажется, даже уже... которые можно только этим, скотине отдать. Какие-то черные, все уже открывшиеся. Ну, в общем, я осталась недовольна качеством продукции. Но, естественно, мы, то, что поместилось в нашу тележку, выбрали самые-самые наилучшие продукты. Вот, самые вкуснейшие, самые свежайшие. А то, что нашему глазу не приглянулось, мы даже цены не узнавали. Вот. В общем, накупили мы опять кучу разных овощей, фруктов вкусненьких, сладеньких. Там еще на дне тележки у нас баранинка, дорада. И теперь идем в Мигрос, чтобы купить алкоголь и некоторые продукты, которые продают именно в магазине. Ага. Такие у нас дела. Гуляем дальше. Фу, друзья, устали мы. Но так жарко. И мы уже столько дней не ходим на море, что решили, несмотря на то, что у нас уже темнеет, мы все равно пойдем на море вон туда. Дети наши уже внизу ждут. Все, мы сейчас тоже соседям банки занесем. Пока то, что необходимо в холодильник убрать, убрали. И все остальное вот так на столе разложили. Потом придем, разберемся. Сейчас еще надо будет гамбургеры сделать, чтобы мукбанг для вас снимать. Все. Прибежим и будем дальше заниматься делами. А пока на море, 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 море. Время к вечеру нас несет на море. Привет. Вон они все идут. И мама, и Миша.
В дворе уже темно. Соседи говорят, в море класс, говорят, луна, говорят, в море теплое, супер. Идем проверять. Что он сказал, пап, этот? Извиняюсь, что, Сардинч? Не знаю, что сказал, какая разница. Все нормал. Вот это море. Пойдемте здесь купаться? Пойдемте, пойдемте. С луной. Супер. Лунная дорожка такая красивая, да? Луна полная, вообще, не знаю, в кадре. Она просто с каким-то аурой смотрится, но реально она вообще прям целиковая, шикарная такая луна. Народ купается вот здесь слева. Волн нет Пирс, вон там за вообще. пирсом еще люди купаются. Вон возле того пирса народ купается. Волны вообще лайтовые. Что, народ, гоу море? Гоу дынь? Новый купальник видно будет? Не знаю. Какая красотища! Да, какая красотища. Давайте. Такая красотечка. Давай, красотища. Ты уже переоделся? Да. Молодец. Пошел. Давай. Как вам мой новый купальник? Он идеально прям на мне. Он сел прям идеально. Не маленький, не большой. И мне в нем комфортно. То, что зрители писали, что мне очень хорошо темно-синий купальник, слитный, да, но мне такой дискомфорт доставлял. Он меня прям сжимал, он меня пытался прям уменьшить в размерах, сделать короче в длину. Вот. Мне было вообще некомфортно. А вот этот прям сидит четко. Что нижняя часть, что верхняя часть. И мне в нем комфортно. Гоу море. Go, go, go. Лунная дорожка сверкает серебром. Я не буду очки брать, мою долю не бери. Так, в общем, я не вовремя взял камеру, я тоже немного помогал родителям. Миша тут у нас читает. Мы сделали вот такую вот красоту. Это бургеры. Своими руками. А? Сейчас будешь снимать мукбанг. Скоро будем снимать мукбанг, да, и Миша подмечивает. Мы их сделали своими руками, сами все приготовили. Мама все приготовила. Ну да, как-то так. И хотела немножко с вами пообщаться и объяснить кое-что. Значит, смотрите, что касается Алексея. Алексей у нас ответственный за кулинарный канал и мукбанг канал. Там он отвечает на комментарии, ставит вам пальчики вверх, лайкает. Что касается влогового канала, я с мобильного телефона. У нас рабочий компьютер всего один. Вот. И если на компьютере он видит комментарии, все новые появившиеся комментарии, Миш, не надо. Ты же помнишь, одеяло Хархарушки делает? Садись рядышком. Все новые появившиеся комментарии, то я, даже если комментарий написан под комментарием, ты его тоже видишь? Нет? Ну вот, я в компьютерной версии. Я, чтобы это увидеть, я снимаю там галку в одном месте. Угу. И потом просто мотаю, не смотаю. Мне показывают все комментарии. Все Которые не полностью. лайкнутые. И Ты я в том просто числе должен видишь. глазами поймать момент, когда Не лайкнутый комментарий. пролетает, да, не лайкнутый комментарий или нет. А. Под комментарий. А. Под комментарий. Под комментарий, да. Значит, смотрите, Екатерина Воронова, приветик вам огромный, Ванюше тоже. Мы вас... Привет. От Мишутки тоже приветик. Вот, мы вас очень любим, давно знаем, уважаем, и даже мне немножко стало не по себе, когда вы стали обижаться, что мы не отвечаем по поводу того, как там Тимоша. Я ни разу не видела от вас этого вопроса. Если вы пишете комментарий, он появляется в самом верху, мы его видим, он не пролайкнутый, даже если под старое... Мишут, ну помой там. Даже если под старое видео вы написали под комментарий, то мы его видим, он появляется у нас сверху, не лайкнутый, без сердечка. И, конечно же, мы его лайкаем, сердечко ставим. Если комментарий содержит вопрос, отвечаем на него. Но если вы пишете под комментарием,
своим или чьим бы то ни было чужим, вот, то чтобы увидеть этот комментарий, мне надо пролистать, пролистываю, вижу, хопа, появился, как там написано, новый ответ? Нет, просто ответ, да? Ответ? Не, ответ. Ответ. То есть комментарий, а снизу написано синеньким словом «ответ». Вот когда я на него нажимаю, на этот ответ, вот тогда я вижу подкомментарий, понимаете? Но если, например, вы написали этот вопрос про Тимошку под старым каким-то комментарием, то уже туда однодневные, двухдневные комментарии я вот так не пролистываю. Если там какой-то идут какие-то дебаты, да, и я слежу за каким-то комментарием, то мне приходится, возвращаясь к этому комментарию, пролистывать вот так вот. На телефоне я сижу, пролистываю, вот так быстро делаю, добираюсь до того комментария, под которым вся эта дискуссия происходит, и там я вижу, что новых ответов 10, например, или там 15. Тогда я открываю, вижу все старые ответы, которые я уже пролайкала, да, и в конце я вижу новые ответы, которые без сердечек и без лайка. Соответственно, это вот те новые комментарии, которые я зашла прочитать. То есть все очень сложно, как-то вот не организованно у Ютуба. Это все происходит, скажи, в творческой студии Ютуба. Это не тот сайт, что у всех вот у нас в мобильной версии. Там, да, вот Алексей мне подсказывает. Это другое, это творческая студия. Алексей подсказывает. Если у вас нет YouTube-канала, то вы это не видите. Алексей подсказывает, все это происходит, то, о чем я рассказываю, в творческой студии Ютуба. Если у вас нет своего канала, соответственно, вы это не видите, и вы видите только версию сайта обычного, как вот вы заходите как пользователь, да, и видите обычную версию, там, где много-много всяких разных видео у вас и так далее. Вот. А то, о чем я рассказываю, это относительно исключительно наших видео, которые, всю работу с которыми мы проводим в творческой студии. Вот, поэтому, Екатерина, если мы не ответили на неоднократно написанный вами вопрос по поводу Тимоши, то только из-за человеческого фактора, только из-за того, что мы не пролистали и не прочитали ваш подкомментарий. Если вы напишите новый комментарий, мы его 100% увидим, даже если вы напишите этот новый комментарий под годовой давности видео. Если даже под старым видео напишите, мы его увидим. Но под комментарии, конечно, годовой давности мы уже не пролистываем, поэтому прошу, не обижайтесь. Это вот такая техническая недоработка Ютуба. Мы их просто банально не видим. И если вы хотите, чтобы мы точно видели, и, естественно, все вопросы, все комментарии, которые содержат вопрос, на все мы отвечаем. И если вы хотите, чтобы мы это 100% увидели, пишите новые комментарии. Под своим или под чьим-то комментарием не пишите. Либо вы можете, конечно, писать, но учитывайте... Если это обсуждение, и вы просто хотите что-то там дополнить. Да, если это обсуждение, и вы хотите что-то дополнить, то, да, надо писать именно под основным комментарием. Вот. Но если вы хотите задать нам вопрос, только новый комментарий должен быть. Иначе в 90% случаев мы этого не увидим. Потому что вот так пролистываю я и ищу новые ответы только на свежих комментариях. Вот как-то так. Надеюсь, что вы поняли меня. Да, это действительно техническая недоработка Ютуба. Я считаю, что абсолютно все новые комментарии мы должны видеть, даже если это под комментарии. Но вот как бы, несмотря на то, что YouTube уже много-много лет существует, вот такие вот технические недоработки у него имеются. Поэтому прошу вас не обижаться, мы это делаем не специально. Как-то так. По поводу Тимоши, я как бы в комментарии вкратце написала, вот, по поводу Тимоши, да, мы созваниваемся с его приемной мамой, он же у нашей соседки, она же является его приемной мамой, она его в 2018 году нам его отдала, вот, мы с ней созваниваемся, узнаем, как у него дела.
Тимоша, говорит, очень общительный, очень разговорчивый, но он всегда у нас такой был, общается с ними, с людьми, с котами общается. Иногда пытается, говорит, обнаглеть и начинает задираться, говорит, к некоторым котам, говорит, да. Ему лапкой по мордочке дадут, ну так, не сильно, без агрессии, просто вот так подзатыльника дадут, да, скажут, что, напомнят, что он все-таки здесь в гостях. Вот, он как бы успокаивается, и до конфликтов это не доходит. Если мы в прошлом летом оставляли тоже у нее нашего Тимошу, она рассказывала, как он кидался на большую собаку, которая весит, как наш Миша, собака. Вот. И говорит, если эта собака... Больше. 10 килограмм больше. Ну нет. Ну, может, на 10 килограмм больше, Миша говорит. И если эта собака легким движением челюсти, говорит, не дай бог, захочет дать ответку, говорит, Тимоше, Тимоша просто пополам, говорит, сложится. Вот. Но за это он, конечно, получал тапком от приемной матери. Что касается этого года, в этом году он к собаке больше не лезет, но иногда, очень редко он задирается к котам. Вот, как я уже сказала, со слов нашей знакомой соседки, получит подзатыльника и успокаивается. Так особо не конфликтует, все у него хорошо. Питание, я уверена, что у него 100% именно то, которое было дома, потому что мы, собственно, и по рекомендации нашей соседки покупали вот этот немецкий корм, да, соответственно, она и всех своих котов таким же кормом кормит. Вот, ну, что касается ухода, там туалетных комнат достаточное количество, их регулярно чистят, ухаживают, вот, поэтому мы особо за Тимошу не беспокоимся, иногда просто узнаем, хочется там узнать, как он там в стае, в стае этих своих себе подобных обжился и как он там себя чувствует. Все хорошо? В стае сородичей, вот Миша подсказывает. Все хорошо у него, ему там хорошо. Он уже там не первый раз, он уже там всех знает, все знает, поэтому он туда уже как во второй дом ходит, знаете. Дом нашей соседки для него... Дом нашей соседки для него второй дом. Алексей подсказывает, пионер-лагерь. Так что все у Тимоши хорошо, спасибо за беспокойство. Вот, ну а теперь уже буду заканчивать видео. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. Пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться. Пишите новые комментарии, чтобы мы точно их увидели. Если задаете вопрос, особенно, если вступаете в какую-то дискуссию, кому-то хотите ответить, тогда нужно писать под комментарии. Если вы задаете отдельный, ну, самостоятельный вопрос или самостоятельный комментарий пишите, то лучше, конечно, писать новый комментарий. Вот, всем спасибо за внимание. Пока-пока. Приходите еще, увидимся снова.